Все, парни, за первую карту жестко на пацанов не налегайте, скорее всего она будет растрясочная. Но дальше пойдет явно. Дальше нужно собраться будет. С другой стороны, они первую возьмут ДТ и в любом случае не выиграют. Смотря кто пикает первый, да. А если шведы пикнут первыми, так вообще охуенно. And they've still brought back plenty of their mainstay players that have brought them success. Sailor's back, Blue's back. Bringing in North is really cool as well. It's cool to see him getting in here again. Так, ребята так сильно спамили, что на Осу Лайве ввели санкции против России. Это каждый год происходит. This roster has one of the meanest speed rosters of any team here, and depending on how this goes, we can see that brought to bear later on. Yeah, I mean, looking at the qualifier results kind of bears that out, right? Russia has historically been a strong tapping team, and they've only gotten better at it this year. They got second place on all 3 double time maps in qualifiers. They got top 10 on the Nomad 2. Their top end speed with guys like Apostol, like Chickeny, is absolutely ridiculous. Like, they scale incredibly well. And I mean, the average gap between these two teams on the DTs and the qualifiers was something like 1.4 Тони 19 наролил. Это typical ролл России, на самом деле. Но тут хорошо проиграть ролл, потому что ты выбираешь, каким ты банишь, насколько я помню, по позиции. Мы сейчас узнаем. Типа второй бан всегда лучше, чем первый бан, потому что могут забанить карту, которую ты хотел забанить. But pretty good early round. You mentioned Knots, you know, Tony Reno, good early round player, Blue да, Scylla, as well as, you know, just kind of some fill-in players for different skill sets. So I think while on это хорошо, это считай победили пик. Russia looks a lot stronger. When you step back a little bit in the pool, ой, ролл, you add in О, наши first пикают. I think it gets a little bit closer than it might. First пикают. Yeah, I totally agree. Especially at this round as well. There isn't Второй бан, парни. Второй бан. Ну хотя тут без разницы. First game, the first few maps especially. You can see the odd underperformance here and there. We've seen some teams, even strong teams, have issues there. Depending on how that goes, this could swing this early round matchup as well. Here come the picks and bans then. Second ban. Starting us off there. Yeah, you gotta figure that Sweden is gonna ban. Давайте ДТ баньте. ДТ1 забанили. Логично все пока. Наши забанят сейчас Номод 1. Скорее всего. ДТ2. Чего? ДТ3 пикнут. ХР2 забанили. Ну, неплохо на самом деле. Неплохо, да, на самом деле хорошо. Неплохой бан. Но сейчас придется играть на мод 1, ты же понимаешь, да? И я не знаю, на чем лучше было отыграть. Мне кажется, ХР1 проще... Ой, ХР2 проще победить. Ну почему? Да, я тоже так думаю. Но, блин, с другой стороны, против шведов примерно то же самое. Zero Man, спасибо большое. Конечно, болеем. Я надеюсь, они легко победят. И никаких проблем у них не возникнет. Я переживаю очень. Максимум шведы 2 карты возьмут. Это прям максимум. I know, I always feel bad, like, especially when a map is a custom, if it doesn't get picked at all in an entire round, especially in the first couple rounds where there's 16 matches, like, there's a lot of О, растрясочную карту взяли, кстати. О, нормально. Хороший пик. Но, с другой стороны, шведы такое тоже, наверное, смогут. Ну, посмотрим сейчас. Нормально. Чего не в туалет ушел, не может пикнуть. Так, по составу, кто вышел? Вакмен. Я, кстати, не знаю, кто это. Вакмен — это геймер. Это Зана? А, Вакмен. Это геймер. Вакмен Чикони уже хорошо. Тестер пивка я не знаю, как жмет. Вопросов, но сейчас посмотрим. Вопросов было нервике на квалах. Тестер говорил, что у него карта это не очень идет. И он может рандомно ошибиться. Но мы это в любом случае первая карта, и лучше тогда, раз уж, ну, на растрясочную пикнуть то, что, типа, точно не надо. Короче. Да все нормально будет, Надо переживать, все будет хорошо. Сейчас шведы просто обосрутся.
I think you probably just overmod on both sides and go like an extra hard rock, right? You go maybe like one hidden, 2 hard rocks or a hard rock and a hidden Да, я hard вижу, rock, сколько зрителей. you know, and then Sweden Ура, just ура. say, okay, we're overmodding hard Да, rocks. меня больше беспокоит наша And just kind of hope for команда, the если best. честно. And I think when you're in the position that they're in, right, where you are Блядь, the страшно. underdog on this type of Ну skill вот set, типов справа it's я not вообще going не to be знаю. as big of a Да, deal не, if you wanna первый раз типы вижу. справа as best you can, непонятные. but know Ну this сейчас is узнаем, your как они opponent's играют. first pick, and it's a skill set that you know that they really favor. And so you just want to go out and put up your best showing, knowing that what's going to be more important is your own first pick coming after this. And it looks Играем. like Так, Чкони Давайте, хардрок, ребят. вопросов хардрок. As we reload here, it looks like there's an overmod hard Пойдет. rock on the Russia side. Без No ХДХР surprise there. хотя бы, Десятка мне хиден. кажется. Yeah. Да все Overmodding хорошо. this has been so common, like you said. У тех ребят То же тоже самое. так же. То же самое. Backman, gamer. Аксюбе не захотел играть, ему карта не нравится. AR's На quite турик. low. It is quite dense for the hidden and the nomad players. Его интересует AR Freedom Dive. 0.1 at this Себе бы speed. не помешал. You know, there's an element of reading as well that does come into it for those players. Yeah, it's surprisingly dense, especially with hidden, with that lower. Так, slightly первый lower ушел. approach rate than you Так, might expect, первый only ушел. 9.1 for a Всё, супер. 232 BPM map. Does feel a little lower, but you know, you do see the extra hard rocks coming in to kind of compensate for that. And an early break there from Блядь. Trappatino, but it is matched by Tester Pin. Блять! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Early lead on this as long as their combo can hold out with some Нормально, шведы сейчас тоже slightly lower комиссают. hack on Trappatino, holding them back a bit. A little bit down У них there, только his Трамп teammates мешает. holding really well so У нас, far. по-моему, Apples жопа, pretty нет? good here for the Sweden combos. Очково Two пока. players struggling Пока for очень combo, очково, team если Russia честно. here. 2 на 2 остались. You see a couple of breaks from Tester and from Chickeny, but Knots did trade one of those out. So it's a 2v2 on the board, basically. Felrion and Scylla versus Vakman and Voprasov. Keeping this in touch. It's going to stay really, really close. Now, those combos are very, very similar on all players. And like you said, you know, when we were going into this map, right, it doesn't Пока really непонятно. let up. There's a little Так, у них slower section чел in the middle. мисснул. Scylla Да, чел I'm not мисснул. sure I should learn. Gets Buzz Slider. 1 на 2 That's остался у not них. where you want to get Buzz Slidered out right Паренек. now. Oh no, that is rough there for Scylla. Геймер СС. Just Felrion on that hard rock. Ну да, на Holding it мод. tight for Sweden. It's gonna need more than that though, because giving Russia a lead on a speed pick, not really where you want to be. Yeah, this is gonna just look good for Russia at this point. Big combos have been finally recovered for Tester and for Chickeny, and of course, Vakman and Voprasov both still holding the FCs. Держитесь, And there's a couple more держитесь. breaks for Нужно Sweden. держаться. О, у It's них- only у них halfway through, поотваливались this все is ФК. decently long. It feels long because it's so Ну всё, consistent. по идее. But Это Russia's gonna победа? start to run away with this now that we Тьфу-тьфу-тьфу. get Да, на into этой the карте, back да. half of the Это map победа? after Ну this тут, break, and тут they уже haven't никак had much вообще. of a combo advantage. Не сглазить это. Первая карта easy. Section here is quite tough just after the break. See if there's any chokes here. Растрясочные миссы прошли безопасно. Я считаю, нормально. Так в начале еще и растряслись. Pretty В начале good. потенциале The оба. comfort level is clearly high Да, for да. those players on the Russian side. 99.3 AC on Ой-ой-ой. Voprasov and Vakman with AC that we're just going to look the other way from for now. We will instead keep our eyes peeled elsewhere as the 600k lead. Не, геймер просто бог for игры, не? Russia. Not a Геймер lot разъебал. that Sweden can do at this point. Voprasov does find a pretty late break Вопросов there, мяснул, but it's not но going to уже affect в the outcome конце. by any means. Вопрос отместил в конце, у него 900 тысяч будет. It was pretty competitive, Это хорошо. though. Even though it is one of their stronger picks here, Russia, very competitive. It shows Отлично. that at this level, Первая карта most хорошо of those сыграна. players Sweden, they can Средний скор compete even on такой these себе, но 50 это первая picks, but карта. nevertheless, Геймер big просто win, сверхчеловек. Still a really good performance here Gamer. for Russia. Gamer. Oh my god. That's why I didn't want to mention it. But it happened. The It SS. happened. Среднего скора, конечно, не хватит, чтобы это тягаться я там понимаю. с Кореей, но Nomad. все равно хорошо. Хорошо, для растрясочной карты But более still, чем. Мгм. that's still quite impressive, regardless. And First map of the tournament. Yeah. SS. Ну чё, пик, Yeah. yeah, that's пик not too шведов. shabby. Смотрим на их пик. Good. Пикнул какую-то аимку, скорее Really всего. good on a 100% accuracy Ну, мод один сейчас rating пикнул. here is Vakman. He should just not play another map. He could finish with the best. Но мод accuracy один of должен anyone in быть, the да. entire round. The power's in his hands now. Unfortunately, he plays every single map. Ну, мод of this 1 game или pretty фри much, мод so 1? Not gonna be happening. He's gonna be in Но for a мод lot of 1, я stuff думаю, based будет. on what we've seen previously. But now we go to Sweden's first pick, and I want to say it's a 1. ХД 1, но это они пикнули плохо. Мне тоже не нравится их пик.
По идее, наши должны выигрывать спокойно. So Hidden was a little bit of a weak spot for Russia in the qualifiers. Там ребятки промахнулись. These teams were basically dead even on Hidden in that round, right? They were separated by like a total of 200,000 points on the two maps. So Sweden thinking if they have any route into this match, it might be with Hidden Нормально растет на Hidden. or aim picks. По ощущениям, птица пивка просто не жал предыдущую карту. Лу в скобочках. Что-то знакомое, кстати. Как будто он за Японию играл. Во-во. Там Аблю, потому что играл. Так, Витя, Тестер, Чикони, Вакман. Ну тут жестко. Да тут все хорошо. Отбирают. Для шведов. Шведы должны были набирать чисто им. Да? КД1, ХР1, я думаю, должны были быть пики. Ой, Номот 1. Да, Номот 1, Фримот 1. И ХР1. Tester, Chickeny, Vakmana, and Vitya, which is similarly 3 of the 4 that Russia had in on Hidden 1 in qualifiers. So you're gonna get these teams as kind of the hidden rosters. Переживаю за Hidden наших на самом деле. Еще посмотрим. Сейчас увидим. Я думаю, так Чикони мисс, но не страшно, начало. Да вообще похрену на начало. Does start out with an early break from Chickeny, who has been a player who has been on the rise over the last couple of years, but you do occasionally see him having issues with his consistency, so we'll see how he does over the rest of this map. Similar to Fremont 2, broke early on, but held the rest of the way. А справа что у нас? Справа только один мисс пока. Витя мисснул. Да вижу. У Витяка хорошая. Он камбэк. Если больше не миснет. Там разменяли шведы. Еще один отлетел. Но это тот же самый. Вот и Наутс полетел. Chickeny is completely recovered, looking real good here as we reach the halfway point. Sweden really relying on Blue and Scylla, 2 key players for something like this. They really хорошо идут. Очень хорошо идут. Не каркать, главное. Ой-ой-ой, Чикони. Doing that so far, the problem is they're being matched, right? I mean, it's great to see. Oh well, it was great to see until Blue and Scylla holding the OWC down against Tester and Backman, but ой-ой-ой. Ладно, они выиграли, скорее всего, в любом случае, но обидные миссы. Жалко, Global Score не такой охуенный, как мог бы быть. Ну, я эту карту от других команд особо не видел. Я даже не помню. Тайвань играли я сегодня. Я не помню, кстати, сколько у них было. А, Китай ее сыграл. А вот Китай ее жестко сыграл вообще вроде. Ну и наши это неплохо сейчас идут. Ну, в 2 в КС. Подожди. Не догонит? Им не хватит, нет. Не хватит. Тут изи. Ну смотри, у шведов кто-то высрался на ФК, это удивительно тоже. 0 ФК. Не хватит все равно времени, но и скилла тоже отлетел. Может, ему бы хватило, кстати, обогнать. Да не, навряд ли. Но 200 тысяч у бы не него бы набил. было... На 150 бы набил. Ну да, 150 бы не хватило. Ну... По среднему скору, конечно, посредственно. По среднему скору, да, но хорошо, что выиграли. Хуявенько средний скор. Ой, ё-моё.
Ну и сейчас ДТ-3. Ну, надо ДТшки брать. Вот он Да, вылетел уже. И тут развалочка. Тут развалочка, ребят. Ну, здесь надо как минимум США обгонять, а у США было 4 ляма на ней. Да 4 ФК сыграют, я надеюсь, что. Ну, 4 ФК, я думаю, не получится, но вот под 4 ляма, я думаю, скоро получится. Ну, 4 ляма плюс. А мне кажется, может и будет 4 ФК. Нет. Вот что так они ДТ могут сыграть 4 ФК. И карта такая мега удобная под них. Сейчас глянем. Но я, если честно, в 4 ФК прям не то чтобы верю. Вот 3, я думаю, будет. Апостол, Дин, Бакман, вопрос жесткий состав вышел. За что штраф? Там скилла, Трамп, Наут и Фелрион. Да не верится в человек справа, на ДДшке. Да. Это чисто коронная. И должна заходить на 4 ляма, как минимум. Чуваки справа возьмут на мод 1, я думаю, следующей картой. Единственное, что я очень переживаю уже за следующие игры. Как будто им не хватает очень сильно по хиту. Лучше сейчас о них не думать. Ладно, лучше реально не думать. Лучше эту закрыть в сухую и радоваться. Да. Там и подготовка должна быть получше, чем, ну, вот к этим ребятам. The kind of DNB DT in qualifiers as well. So Опа. no surprise there. Apostol gonna break early on, but smashed by Trumpetino. Так, ну. And we stay even. Апостол уже миссил. Да, я вижу. Но все равно пока крепко. Да хорошо. Хватка крепкая. Там Трамп сливает. Speed players, when there is a crumb of aim in their speed maps, unfortunately don't always have the best of time, but Trumpetino finding a second break. Не смотрите на тап. Ну, тут не варить, не смотреть. На тап страшно смотреть, когда это... Ну, хотя тут равные примерно. Тут равный счет. Да. Если ты миссишь, что это... Блять. Нормально, они с Трампом размениваются, другие 3 на ФК. Меня пугает, что шведы так близко. Меня тоже пугает, они могут выиграть это. Да. Любой рандомный щит-мисс у них. Слава богу. Щит-мисс есть. To now just 2 FCs. Russia's in a pretty decent spot coming into the last quarter of the map. They really are now. Nort's running out of a little bit of that tapping juice. It's still so good for the 2 FCs for Sweden, but Russia are going to run away with the lead like this. They are not going to have many problems unless they're struck on nerves or something. Ну тут уже не выиграть шведам. Ну да. Это закрытая третья карта. Ну, по среднему скору... Что получается? 4 ляма где-то, да? Не, не 4, 3500. Не-не-не, ты чё? 3 ФК это 3 человека по ляму 200 и еще 600 у апостола. Это даже 4200 будет. 400? 400. Неплохо. Это чуть-чуть хуже, чем у США, и хуже, чем у Тайваня. Но лучше, чем все вроде остальные, я не уверен. Ну, хуже, чем у Германии, понятно. Но в остальном нормально. Или Германия ее хуёво сыграла. Там один чел намесал у Германии, я не помню. Насколько он намесал, я не помню тоже. 3 ФК, да, в итоге? 3 ФК. Ну, но мод 1 пошел. На своем норм. Но мод 1 пошел. Ну что? И здесь, ребят, скорее всего, от Талала. Да могут отжать все равно. Карта элементарная. Чикони говорил, что они ее хуже, чем США сыграли. А США, ну сам видел, Израиль проиграли. Это пиздец.
Здесь, скорее всего, от Леталова, но на плюс моралищах можно задавить. Да, мне тоже кажется. Если повезет, то... Ну это просто тупая карта, тупая песня, блин. Не по-пацански как-то такое играть на серьезно. Не по... Даже не обидно будет, если сейчас проиграем. Get the odd one or two less misses than your opponent, especially at this level. And especially with a map like this, where it is higher BPM, будет очень смешно, если они сыграют в норкомбо. Ну хотя бы поржут, наверное. Это, мне кажется, тестер ФКшнит и геймер. Вероятно. И этого может хватить вполне. А, ну может и Витя, кстати. Витя нормально играет такие карты. У него хорошо выходит там, где нихуя не происходит, попадать. Ну, вот как для карты, на которой больше шведы фавориты, мне кажется, им тяжело будет как минимум обыграть эту карту у России. Ну сейчас посмотрим. Страшно. С другой стороны, это единственная карта, которую они могут отжать. По ощущениям. И я думаю, еще HR1. HR1 могут пободаться, но мне кажется, там 50 на 50. Если не в пользу РФ даже. Я надеюсь, они Витю не будут ставить на HR1. Я тоже надеюсь, что не будут. И тогда все хорошо будет. Но с другой стороны, а кого еще-то? У них там мистера Фичера нет. Там Велтер есть. И вопрос. Велтер еще не играл сегодня, кстати. Вопросов на ХР я не знаю. Ну, посмотрим. Да не будут они. А, следующий пик России. Поэтому... Они на мод 4 возьмут, наверное. У них хорошо идет. Всякая такая говнина. Ну, интересно будет сравнить с Кореей. Скилла миссает, ты ХД1 не миссал, ты что делаешь? Ну, они миссуют, смотри. Ну, лёвый вообще. Да не карка, они вначале помиссали. It's a strat. It's the legit strat. The old UK captain always used to rely on it. Miss early, FC the rest. Самая напряженная на нервы карта, мне кажется, вообще. Like Russia has here with Fopersoft, Pester, Vacman, and Vitya. Ой-ой-ой. Maybe underperformed a little on aim in qualifiers, but generally speaking are pretty solid on it nonetheless, despite that early break. Вопросов упал? Вопросов упал. Но все еще нормально. Да все окей. Бахман упал, но все еще нормально. Не, уже не нормально, ни хрена. Вроде бы пока можно Они жить. по очкам будут сейчас перегонять потихоньку. Да там же такие типы, что они сами нависают 100 раз еще. Ну сейчас увидим. Не факт, что. Догоняют. Миснуть нужно кому-то срочно. Да, догоняют. Блю, давай, Блю. Не попади. Так, ну обогнали пока что. Один мисс решит все. Конечно. Мне кажется, сейчас посыпется. Ну держатся пацаны пока. Геймер миснул. Геймер не держится. Блю миснул. Блю. Но не хватит все равно пока. Нужно, чтобы еще кто-то миснул. Ну догоняет по скору, кстати. Преимущество-то взяли, по сути. Не каркай. So it's going to keep the combo pretty similar overall between the teams. Oh, a break from Vitya! Ой-ой-ой. That could be pretty big, but Tony Reno matches it. Тони упал. So now it's 1 Тони FC1, упал. Tesser Pivka and Turbob. Кто есть в комбо у нас? Никого. Ладно. Тестер 100 тысяч. 100 тысяч. Нужно, чтобы Шкила миснул.
А желательно двое. That big backing combo from Scylla might be enough to hold on here into the ending, but Boprasov has a lot of. Алло, миссните двое. На ровном месте нужно, чтобы. Ну, для разнообразия одну отдать можно все-таки. Самая позорная карта в поле. Позорная карта, позорный перформанс. Ну да, с Германией, конечно, не сравнится. Не, это пиздец, просто вставили в пул 6 звезд для детей. Ни один человек на планете в России не может справиться. Ну, может, Алиметрий бы смог. Ну, Шкила бахнул, Шкила бахнул. Ну, Кстати, Шкила тоже не бахнул. ФК. Похоронил. Не ФК. А что, Израиль обе эти команды бы закопал? Да, Израиль бы закопал этих товарищей просто в салат. If they can find any other aim in this pool, which there isn't a whole lot of, unfortunately for them, maybe this would give them an inroad to taking another couple points, something like a free mod 1 later on. But Russia with the next О, ну мод 2 молодцы. we're gonna see Все правильно. incredibly rare no mod 2. I believe this has only been picked one time so far in this round. Правильные пики. Интересно посмотреть перформанс наших на ней. Я думаю, шведы на ней отлетают в любом случае, но посмотреть вот как наши относительно там Кореи, кто не играл, я уже забыл. А сколько там дофига ФК было? Там Тайвань играла и еще какая-то... С кем они играли, я забыл уже. Тайвань с Филиппинами. С Филиппинами у них много ФК было. У Филиппинов Энри ФКшнул вроде, у Тайваня вроде никто. Но там были большие скоры у Филиппин. Там по 700 тысяч были скоры, насколько я помню. Это 4... Ребята, если это 4 ляма, то Россия лучшая команда. Она довольно такая карта. Это не просто стрим. Да, я Хоть спрошу выглядит как индекс. просто стрим. Можно индекса позвать еще. Интересно, что он скажет. Если он хочет. Если он хочет, индекс хочешь? Посмотреть на это. Ага. Понимаю. Да, пиздец. В LA сидит, вау, индекс, ты чё, такой жесткий? В LA? Или ты чё имеешь в виду под LA? Apex Legends ты имеешь в виду? Я думал, ты в LA. Он, блядь. Дейлики там делает. В Старбаксе кофе покупает. Ну, Чико не миссил на удачу. Смотрим. Так, смотрим, как играют на мод 2. Карта должна быть легчайшая для наших. Карта легчайшая для наших, но на 4 ФК Очень нихуя. сложно. Ой-ой-ой-ой. Meanwhile, Sweden with 3 FCs and a near FC from Feldrian will be able to take the lead. This is actually. Но мне, знаешь, нравится пока командный дух. Если проигрывать, то все вместе. Когда руинить начинают, то это совместное дело. Руинит кто? Вопросов пока руинит? Да не, я про предыдущую. В целом, здесь хорошо все. В целом все норм. Меня смущают челы справа. Нет, хотя не норм, нихуя, подожди. Меня смущают челы справа немножко. Чё не так хорошо я играю? Сейчас вроде хардпарт же будет, не? Сейчас, ну там даблы будут противные, да. Надо будет их прочувствовать, и если прочувствовать, ребят... Что-то подожди, а что справа происходит? Ну, справа разъеб происходит, нет? Они научились играть на мод 2 за ночь? Видимо, они не умеют стримить 200 БПМ, или сколько там было на предыдущем No Mod 2, но 185 у них норм идет. Я не понимаю, что происходит.
Вот сейчас будет даблы. Даблы пошли. Разъебочка идет. Накрутка туда-сюда. Шведы все Шведы! Шведы, ливните, алло! Феллрион упал. Феллрион упал. Нужно еще помесать. Алло! Чё шведы мутят? Шведы какие-то больные, не? Я с фоллоном сижу. Да, шведы вообще. Да шведы хорошо играют. Очень хорошо шведы играют. Миссуют, пошли миссать. И наши-то хорошо как идут. Наши вообще богатыри. Нет, Чикони! Ой-ой-ой. 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 Нет! Улетел! Отдали шведам на мод-2. Да как так? Подожди. Подожди. Не отдали. Нужно держаться надо. Кто держится? Геймер держится. Геймер душит за всех, за всю боль. Что еще с комбо? Вопросов с комбо. Это пиздец. Это хорошо. Близко. Это пиздец. А чё, шведы такие жесткие? У них тоже чел на ФК это фиганул. Да, и 800к у другого. And that backing combo from Vopertsoft holding on for Russia, and they send it to match point at 4-1. There's another FC on the board here for Vakman. Good match so far, great act. Nort's coming in clutch though as well to make it really close. Не, геймер, надежда стороны. Да. Но это серьезная была заруба. Очень плотный Я раунд. от шведов не ожидал вообще. Да, я вообще не ждал, я думал, они посыпятся после вот этих вот даблов. Просто все в салат. Улетят. Ну и 3 ляма скоро на этой карте. Ну, слушай, даже не знаю. Ну, это средний, наверное, результат. Вот. У Тайваня с Филиппинами что-то такое же было. У Филиппин чуть побольше вроде было, и все. Ой, ну вот тут они промазали прям. Шведы. Не знаю. Наши очень рандомно Hidden 2 играют. Могут обмесать все. А могут ФКшнуть в 4 раунда. Как пойдет вообще? Не-не, это будет... Это будет easy. Ну, по идее, да. Ну, если шкила там не откроет чакры. Ну, судя по предыдущей карте, все может быть. Так-то это матчпоинт. Нужно забирать и заканчивать эту хуйню. Ростовая карта, скорее всего. He was their top scorer on the Hidden 2 in qualifiers. We'll want to reprise that, and that one was, I think, harder than this pick. One where you can probably see a couple of FCs. I think we saw USA maybe, what, double or triple FC this yesterday. A couple of other teams putting up really good scores on this as well. But you got a roster of Tony Reno, Knots, Phelan, and Scylla. You should, as Sweden, be able to put up a really solid score. I think their score floor for this is quite high. It's just going to be a matter of whether they can reach the score ceiling that'll determine. Хороший состав у наших на карту. Единственное, меня Чико не смущает. Чикони не очень играет такое. Ну, но на простой маппинг его может хватить, если что. Он примитивный тут достаточно. Да просто в целом, ну, в целом, я вот на левых ребят ставлю намного больше, чем на правых на этой карте. So far, so good for everyone except for Phelan. That was a very unfortunate miss. I'm not even sure. Like, a little bit of a miss aim, perhaps, was all. Can happen on low AR so easily. Doom Zero, proficient low AR player, probably know how to aim that stuff better than most. You think that was just a little under aim? I think it might have been, yeah.
And when that happens, it can be easy to lose your way just for a moment. He did hold his act though, so he didn't lose too much from that. Makes their way through that long stream, keeping the act and the combo alive. Нет, не было. So the only real difference here is that Я видел, как у Вити ноутлог был. И при этом он с комбо до сих пор. The ending of this map has some pretty tough patterns to get to that last quarter. Can make a lot of difference if there's a lot of. Ну шведы 3 ФК идут, ну что это такое? Шведы задроты. That's another break for follon. He unfortunately is kind of the only player making. Шведы очень задротские какие-то. Да, даже азиаты не так жестко выдавали на них. Нет, уж наши ебашут на хиду не настолько хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, все. Спокойно. Honestly, an incredible performance so far, but this could make all the difference with so much combo on the field. This part right here. In we go. Everybody gets through the stream. Витя? It's going to be Okinotori Vitya breaking right after in that little difficult section. If there was ever going to be a chance for someone to come back, that's going to kind of open the door a little bit. They need another break, and it's Chickeny with the next break. This can come back now. Sweden has to hold through this ending, though. It's going to be very, very tight. Тихо. Coming into the last moments of the map, and I don't think there's enough time, but it's going to be ever so close. Чё у шведов за перформанс на этом? Да шведы ебанутые. Oh, another break. Нет! It's going to go. Ох, это пизда. 3 ФК, что? Да шведы больные люди. Они лучше, чем США сыграли это. И наши лучше, чем США. Ужас. И США это на 3 ФК. Да это пиздец. Спасибо. Офигеть, 3 ФК, что? Да это очень сильно с обоих сторон. Болеем. Как они... Как шведы удивляют вообще. Да шведы охуенно играют на самом деле. Я думал, они намного хуже будут. Так, сейчас главное без камбэков всяких рандомных. Пикаем ДТ3, было уже, блядь. Нужно брать либо номад 4, либо... Я не знаю. Хардрок, либо номад 4. Фримод 1 можно. Фримод 3. Не, фримод 1 нельзя. Нужно брать либо хардрок 1, либо номод 4. Ну мод 3 надо взять, но мод 3 выебать их просто на нем. Нет? Нельзя. Нельзя, у нас нестабильно. Нельзя номод 3 брать, нельзя. По-любому надо номод 3 брать. Ты чё? Какие шансы у шведов альтернейт выиграть у нас, у наших пацанов? Не, я думаю, номод 3 тут развалочная будет. Да не возьмут они номод 3. Я просто не знаю, на чем еще легко будет. Вот это последний 4-й номод, это вообще жопа. Там можно обосраться. Сука! Блять, по-моему, это... По-моему, ошибка, да. По-моему, это ошибка. По-моему, любая другая карта была бы лучше из оставшихся. Кроме HR1. По-моему, шведы готовы вот на такой хуйне. Да, мне тоже кажется. Ой-ой-ой, а потом их пик еще, и они HR1 возьмут. И они или FM1 возьмут. Да не, HR1 не так страшно, HR1 можно выигрывать, забирать у них спокойно. А Фримод 1? А Фримод 1 опасный очень. Вот Фримод 1 мега опасная карта. Ну, пока 2 карты, как и ожидалось, в принципе, ничего. С другой стороны, может они в 4 ФК, может наши это в 4 ФК играют, откуда ты знаешь? Вот это? Да. Там КС-6, и я вижу Витю на карте. Спасибо тебе большое. То есть у них и так 2 тренера в составе есть, которые им говорят, что пикать, что банить. Я вижу Витю на карте, и это КС-6, и мне страшно, на самом деле, за эту мапу. Да, мне тоже. Я бы не хотел, чтобы Витя такое играл. Но он может. Велтер нормально, Бакман нормально. Кто отыграть вышел? Первую карту отыграть. Ой, блядь. Почему не номод 4, например? Блин. Номод 3, номод 4. Ну, номод 3, я не знаю, как они играют номод 3. Я думаю, номод 3 была бы просто сухая вообще. Просто в ноль. Но а я верю в номод 4. Что это гениально. Ну да ладно. У нас же очень сильный ростер на номод 4.
Но мод 4 она все-таки Но более ноунеймы за рандомная. шведов так ебут, это пиздец. Пуджа. Блин, надо было на мод 3, ну ладно. Давайте Смотрим, пацаны. болеем, нужно последнюю. Нужно эту забирать. Турбоп опять провтыкал начало. А, нет, не провтыкал. Все нормально. Блять. Не, смотри, что с шведами происходит. Да, шведы поотлетали. Шведы поотлетали, все нормально. У них шкила один с комбо. Не, ну что-то шведы вывели каких-то, блядь, лохов. Не, походу это нормальный пик, не? Ну тьфу-тьфу-тьфу, идут нормально. Ну, похоже на то. Right, those misses start to be important a little earlier than they might in a longer pick, and with Turbot falling again, this молодцы, молодцы. The score is only 200k, but it's going to be growing fast in favor of Russia. Ну, навалили так навалили. Не, хорошо идут. Хорошо карту играют очень. Похуй. Нормально. Ну, геймер это не должен отпускать. From probably two remaining players from Russia and for Sweden to hold basically the entire back half of this map. А, ну все, 400к отыграть это... Да не отыграют они 400к. And a triple break. Blue Turbob, Chikoni for Russia, but there's more damaging for Sweden. Шведы камбэкали ради чего? Что... Ну не могут они эту карту играть. Не могут они эту карту играть. У них один игрок только на нее. Молодцы наши. Изи. 5-2, как и ожидалось, от 1 до 2 карт забрали шведы. Вторую не должны были на самом деле забирать, но... Но там у нее охуительные скоры. Очень. Так, ну, вспомним также, что Тайвань тут было 4 миллиона, да? И расслабляться перед следующим этапом вообще не стоит. Молодцы, хорошо, что выиграли. Не самый легкий матч. Красавы на этом молодцы, но к следующей игре нужно готовиться намного серьезнее. Большие молодцы. Ну, Шкила, конечно, выдал. Геймер красава, кстати. Шкила ФКшного получается хиден первый, хиден второй и вот эту карту. Да? Жесткий Шкила, жесткий. Молодцы. Хорошо, что прошли. С кем next? Следующая Индонезия.